прошлый раз я рассказывал о самой модели этого ножа, кто дизайнер и кто и когда их производил, а сегодня немного истории именно про этот нож компании ZT. Поговорим о качестве и его постоянстве. Данный нож первых партий в каталоге компании в этом исполнении появился в 2016 году. Я наивно полагал, что такой премиальный бренд что-то вроде Victorinox, который может похвастаться неизменным качеством во всех мелочах и деталях в ноже на протяжении многих лет производства. И это поразительно, ножи Victorinox, что из 90-х, что из 2020-х годов, как на ощупь, так и по механике сделаны идентично. Как они это делают, мне сложно понять человеку, выросшему здесь, где ножи отечественного производства могут серьезно отличаться даже в рамках одной партии. Кстати, мне писали, что я не на ту букву «и» ставлю ударение в слове Victorinox. Но проведя исследование и поговорив с филологами, оказалось, что правильное ударение будет на первое «о» – Victorinox. 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 Таким образом, минутка образования подошла к концу, и мы вернемся к Zero Tolerance. Так вот, как вы знаете, мой нож первых выпусков и имеет серийный номер около 1000, а когда мне в руки попал свежий нож с номером за 30 тысяч, я сразу почувствовал разницу. Впервые данная модель ножа появилась в каталоге ZT в 2016 году. Примерно тогда же я и решился на покупку этого ножа. Не могу сказать, что нож произвел на меня супер впечатление при распаковке. За такие деньги ожидаешь чего-то особенного. Но со временем все больше и больше я стал понимать, что такое высокое качество и продуманность в мелочах. Конечно, некоторые претензии к ножу у меня есть, но я до сих пор не могу подобрать что-то лучшее на каждый день. Прошло куча времени, и мой нож прошел через множество различных работ. Он неоднократно падал, естественно, не один раз затачивался. Точно не помню, но не менее 5 циклов заточки он преодолел. На видео легко его узнать по более широкой и отполированной режущей кромке. Поэтому заточку ножей и толщину сведения не сравниваю, но если говорить о новом ноже, есть ощущение, что сведение чуть тоньше и режущая кромка уже, чем была на моем. Ну а заводская заточка, как всегда, требует доработки. Тут еще до полировки кромки на пасте надо пройтись парой камней. За годы производства в ноже мало что изменилось. Главное видимое отличие только в дизайне коробки. Но это мы оставим на совести маркетологов. Для нас главное, что она выполняет все необходимые функции, и на ней также остался штрих-код с информацией и индивидуальным номером клинка. Главными плюсами для меня в ножах премиум-класса являются не только технологичные материалы, но и эстетика, перфекционизм в качестве обработки, линий, фасок, скруглений и прочих мелочей. Именно эти мелочи делают из простой железки шедевр. Но в моем ноже был большой косяк. Клипса ножа выполнена так, что кажется, что на ней сильно сэкономили. Хотя по факту очень удобная, конечно. Расположена она так, что постоянно скрипит и хрустит, соскакивая на пластину, выполняющую функцию лайнера. Это сильно портит общее впечатление. И эту проблему успешно и очень быстро решили в последующих партиях, немного изменив расположение отверстий для крепления клипсы. И собственно это все, что можно было улучшить в ноже. Остальные изменения меня только разочаровали. Когда берешь новый нож в руки, удивляешься, совершенно другая шероховатость карбона. Он как будто более пористый и шероховатый. Но может быть это просто мой нож притерся и стал более скользким. Хотя в бытовом плане ни тот, ни другой вариант не доставляет никаких неудобств. Флип и механика ножа неизменно прекрасны, а вот цвет бонок сильно отличается. Этот яркий зеленый акцент всегда давал мне приятные визуальные ощущения. Конечно, это в чистом виде вкусовщина, но новый зеленый цвет совсем мне не по душе. Но это все меркнет перед тем, что обработка клинка стала явно дешевле. Тут речь не идет о толщине сведения и качестве реза. Тут проблема в отсутствии фасок на всех элементах клинка.
Это никак не влияет на рабочие свойства ножа, но вот тактильные ощущения сразу страдают. Как будто держишь нож не за 200 баксов, а долларов за 30. Ведь на ощупь нельзя определить, что за сталь, а вот как она обработана, чувствуешь сразу. В остальном покрытие ножа DLC и маркировка клинка фактически никак не изменилась. Тут высокий уровень соответствует уровню бренда. Еще одна боль – это пятка клинка, которая вступает в зацеп с сухарем фрейма. На новом ноже она немного короче, чем на моем, и даже визуально новый нож выглядит более выработанным и изношенным, чем старый. Создается впечатление, что клинок ножа был создан заново на новом оборудовании, да и вообще нож стал немного другим. Конечно, вы скажете, что я нашел к чему придраться, что, возможно, я зажрался и тому подобное. И вы будете правы, все так и есть. Но когда речь идет о серьезной компании, о премиальном бренде верхушки осадка среднего класса, то важно соблюдать постоянство, ведь только это отличает качество от случайности. Идея сравнения ножей не нова. Сравнивают разные ножи, сравнивают оригиналы с подделками. А вот сравнение двух одинаковых ножей разных лет производства – это редкое явление. Я сильно разочарован увиденным, хоть и понимаю, что мое разочарование – это только моя проблема. Потому что нож не стал хуже с точки зрения прикладной работы. Это все тот же высокий уровень и надежность, потрясающая харизма и удобство в ношении. Но мы наглядно видим, что компания ZT пошла на непопулярные меры и удешевила нож в части количества технических операций. Стал ли нож от этого доступнее? Нет. Тогда зачем все это? Что вы делали эти 6 лет? Где вы были? Если у вас есть идеи, зачем они это делают, обязательно напишите в комментариях. Я прекрасно понимаю, что в нынешних реалиях данный обзор никому не будет интересен, так как высока вероятность, что мы скоро вообще не сможем пощупать действительно качественные ножи, которые хоть и с натяжкой, но можно назвать доступными для покупки. Потому что, несмотря на свой ценник, ножи ZT куда доступнее многих конкурентов, которые предлагают аналогичное качество и материалы. ZT все равно крупное международное производство, за счет чего мы получаем ценник ощутимо ниже, чем могло бы быть. Любая ручная и мелкосерийная сборка может быть лучше, но всегда будет дороже. А нам важно постоянство высокого качества. Так сказать, могут они повторить или нет? Ведь какой смысл делать тесты, обзоры, сравнения, если ножи похожи только внешне, а геометрия и качество отличаются? И в завершении ролика свое мнение вы, конечно, можете оставить при себе или написать в комментариях. Еще в комментариях прошу написать, какой нож на каждый день выбрали бы вы. Потому что этот нож мне очень нравится, но хочется уже чего-то нового. Но ничего лучше для себя найти не могу. Не забываем ставить лайки, подписываться, делать репосты в соцсети и все, что нужно. Отдельное спасибо всем тем, кто смотрит рекламу перед роликами. Как оказалось, сейчас это серьезная помощь и мотивация в создании нового контента.